Привет, друзья! Меня зовут Татьяна Сиваченко, и это канал «Знания для жизни». И сегодня у нас в гостях руководительница предвыборного штаба Светлана Тихановская и нынешняя руководительница фонда «Страна для жизни» Мария Мороз. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Мы с Марией на самом деле знакомы очень давно, поэтому, Маш, давай будем на «ты». Ну, конечно. Скажи, пожалуйста, чем ты занималась до лета 2020 года? Была обычной женщиной, была мамой, женой. У нас с мужем был совместный бизнес. Мы занимались выездной торговлей, кейтерингом, если говорить европейским языком, и занимались розничной торговлей. У нас была сеть магазинов мелкорозничных, продажи по Беларуси и кофейня. Ну и вот выездная торговля была. Расскажи, пожалуйста, пару моментов из своей обычной жизни. Как для обычного сейчас белоруса очень интересно узнать, чем вообще ты занималась, какие были твои интересы, хобби, что ты делала в свободное время? Ну так как я мама, да, я занималась больше своими детьми. И вообще я такой человек, который любит свою работу. Если я начинаю вовлекаться во что-то, то я уже погружаюсь с головой. И также было и с бизнесом. Мне очень интересно, на самом деле, было там открывать, например, какой-то магазин первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый. Если мы задумались с мужем открыть какой-то магазин, мы уже полностью, вплоть до того, что муж делал мебель, он проектировал ее, я ее, то есть мы вместе располагали, там, например, сняли какое-то помещение, располагали эту мебель, он ее проектировал, он ее устанавливал. И я подбирала персонал, то есть кто будет работать. И у нас всегда была очень дружная такая компания. Компания, могу сказать, потому что это работники наши, которые у нас работали, они действительно друзья, мы даже до сих пор общаемся со многими. А вообще до этого всего я была преподавателем спецдисциплин в лицее строительном. Вот это интересно, расскажи, пожалуйста. Я закончила инженер-геодезист, это Полоцкий государственный университет. И после этого пошла работать не по специальности, но меня взяли в лицей строительный в городе Полоцке. Я в Полоцке родилась. Меня взяли туда на работу. Я сначала была мастером, то есть это мастер отделочных работ, то есть человек, который учит строительным специальностям, маляр, штукатур, облицовочник, плиточник, такая группа была. Эта работа. Сначала я проходила там курсы, обучалась тоже этому всему. И попутно я училась на второе высшее образование, да, это как переподготовка считается. По-моему, 3 года это занимает. В Беларуси, в Минске есть Республиканский институт профессионального образования. Получается, второе такое образование я получила. И когда я получила это образование, я была готова уходить с этой работы, уже начала заниматься бизнесом. У меня было такое понятие, что я не хочу. То есть мне тяжело каждое утро на планерках эту идеологию выслушивать белорусскую. Нам ставили задачи, что мы должны говорить детям. Не то, что мы хотим от души, да, студентам говорить, а то, что надо говорить. Кто это говорил? Система в Беларуси построена так. То есть на Министерство образования свыше спускается какая-то задача, да, например, скоро выборы, там, местные советы или там еще что-то, или какой-то праздник, там, не знаю, День воли, там, к примеру. И, значит, на Министерство образования спускается установка, что всем структурам образования нужно дать установку, чтобы всем студентам промыли мозг, так называется, то есть простым языком. И тогда приходит наш замдиректор по идеологической работе, директор, у нас каждое утро планерка, и нам говорят: так, сегодня, значит, нам надо такую-такую информацию донести до детей. Вот скоро там День воли, чтобы ни в коем случае не выходили, чтобы, если кто-то выйдет, пригрозить, значит, что будут отчисления или лишат общежития, или, какие-то такие рычаги давления. И под каждое там перед выборами одни рычаги давления, другие. Также мы работали, было много у меня в группе ребят, которые из детского дома, у которых нет родителей, тоже очень тяжело с ними работать.
И тоже осознаешь вот это вот, ну, какое-то, я не знаю, к детям отношение, ну, такое попустительское со стороны государства. Есть обещание дать квартиры, есть обещание пособий, поддержки, а по итогу, ну, так ничего они не получают. Хорошо, если вот сейчас те студенты, которые мне тогда выпустились, вот только сейчас одна, по-моему, девочка из 7 студентов, которые были, ну, без родителей, да, сиротами, одна только получила квартиру, и то для этого ей пришлось там брать какой-то кредит, показывать документы, что у нее у самой уже 3 детей, и там какие-то субсидии, вот это вот все. Ну, получается, что вроде бы тебе вот показывают, что все работает, да, все там, все блага, а в итоге ты вот, когда работаешь там, ты просто понимаешь, что этого ничего нет, это просто какой-то фарс. А какие это годы? Какие-то годы, это 2005-2008, где-то так. То есть с 2005 по 2008 ты работала в колледже преподавателем? Ну, слушай, я вот сейчас могу вот года немножко это... Ну, понятно, но неважно. То есть несколько лет ты проработала преподавателем, и уже с 2005 года ты начала осознанно понимать про то, как устроено или не устроено государство в Беларуси. Я стала понимать еще другие вещи, потому что я осталась одна без мужа, и ребенок у меня был маленький, и я как бы целеустремленная, да, и понимаю, что я хочу своему ребенку дать образование, хочу купить квартиру, там 1-комнатную, 2-комнатную, чтобы это было свое жилье, независимо от родителей. И понимала, что я вот эту зарплату, которую я зарабатываю, мне не хватит, ну, то есть я ничего не смогу себе позволить. Это все в Пинске? Это в Полоцке. Ой, прости, пожалуйста. Это все происходило в Полоцке? Да, да. И тогда я решила заниматься немножко попутно своим каким-то делом, да. И у нас там возле Полоцка, близко к границе с Россией, есть город Себеж, самый вот приграничный, самый первый город, в который въезжаешь со стороны, если Полоцка ехать в Россию, то это Себеж. И я там попробовала ездить по выходных, и мы до этого я продавала через интернет свои какие-то изделия ручной работы, то есть я занималась валянием, вязанием, и я продавала изделия ручной работы вот на этом рыночке. Потом уже начала думать, что надо как-то масштабироваться. Вот я выходные, я всю неделю работаю, с понедельника по пятницу, а в пятницу вечером или в субботу рано утром я ехала на этот рынок. И потом я уже решила, что я хочу арендовать там павильон, помещение. И как-то вот с этими всеми там материалы продавала, которые для ручных изделий, для ручной работы, то есть там для валяния, для вязания. И вот свои изделия продавала. Сестра ко мне подключилась, мама там на помощь подключилась. Ну, в общем, у нас такое какое-то семейное такое ремесленничество было. И потом это переросло в более масштабное. Мы стали оформлять свадьбы. Стало настолько много работы, мы очень себя хорошо зарекомендовали. Мы ездили по России, и в Беларуси работали, потом переключились только на Беларусь. Потом вот стали вот выездной торговлей. Это уже такая у меня семейная, как бы была с сестрой такой бизнес. Ну и как-то это все росло, и мы с мужем, вот я уже вышла замуж. И... Я знаю, что с мужем ты познакомилась на одном из таких вот выездов, да? Причем, наверное, в России. Да, в России мы на торговле познакомились, причем как конкуренты, так это немножко... А чем муж занимался в то время? Муж занимался точно тем же, чем и я. Вот я уже начала ездить на выездные торговли, и у меня были вот эти аппараты, попкорн, вата, эти развлечения все. И он тем же занимался, тоже летом работал на этих выездных торговлях. Маш, я знаю, что со своим мужем ты познакомилась тоже на выезде. Расскажи, где это было и как, при каких обстоятельствах? Ну, мы познакомились, да, в Великих Луках в России. Я работала на празднике, по-моему, День России или День флага. июня, да? Нет. А может быть... Нет, День флага был, это в августе.
Значит, мы приехали работать, я, моя сестра и один наш продавец. И я такая на маленькой машине с прицепом, на зубренке, зубренок прицеп. Я когда пробовала с прицепом ездить, мне папа сказал, что я сумасшедшая. Почему? Ну, потому что, села и поехала. Его же надо правильно уметь парковать. Он же там, ты едешь направо, он налево. Это надо приноровиться. И он приехал тоже, в Минске жил, приехал на маленькой машине с прицепом и так на меня посмотрел, мы так запарковались, рядышком разгружались, и он так посмотрел на меня, что странно, да, выглядит девушка с прицепом за рулем. Ну и все, конкуренты поработали рядом, как-то запомнили друг друга. Мне еще сестра говорит, смотри, какой парень симпатичный. Все, разъехались и долго не виделись. И получается, мы в августе познакомились, а потом там где-то осенью уже сезон закончился, и я что-то придумала себе делать визу на Польшу. И тогда были очереди большие, надо было стоять возле посольства в этой очереди, там несколько часов по записи. И я стою, и он мне машет, говорит, ты меня узнала? Он, Великие Луки. Торговля. Точно. Ну и как-то он спрашивает, а зачем ты визу делаешь? Я не знаю. Хотела бы съездить в Польшу. А с кем? Не знаю. Так поехали вместе. Мы и поехали. Так. И до сих пор вместе, да? До сих пор вместе. Сколько лет прошло? Ой, сложный вопрос. Никогда не считаю. Наверное, около 10, да? Где-то так, да. А ты уже на то время жила в Минске? Нет, я жила в Полоцке. Ты еще жила в Полоцке? Да, мы удаленно так встречались несколько лет, и потом съехались в Полоцке, потом уже участок купили, дом строили под Минском, потом уже переехали в этот дом. Как-то так долго. В Полоцке открыли 3 магазина, в Слуцке открыли магазин, кофейню. И, ездили все это время летом, работали. Но потом пришло осознание, когда ты влаживаешь все свои силы, когда ты работаешь, и ты... Нет, я имею в виду про свою личную жизнь. Вы начали жить вместе, у вас все начало складываться хорошо. Общая недвижимость. Затем, я помню, последнее время вы жили в Минске. Да, Сколько времени вы жили уже Мы в жили Минске? сначала в этом доме, который мы построили, купили, недостроенный, достраивали вместе. Потом я уже была беременная Аленой, малышкой, и, значит, муж решил, что надо нам квартиру купить. Мы продали квартиру в Полоцке, добавили деньги и купили квартиру в Минске. И мы переехали в Минск, уже с Аленкой маленькой на руках. Мы ее квартиру эту искали, я еще такой Аленке сейчас 3 года. Да, уже 4 будет в августе. 4 будет. То есть вы около 4 лет жили в Минске. 3 года, наверное, прожили в Минске. Мы еще год где-то делали ремонт, потом переехали. Угу. Маша, все было так хорошо. Любовь, дети, семья, бизнес. И тут наступает 2020 год. И ты становишься руководителем предвыборного штаба Светланы Тихановской. Что в твоей жизни произошло такого, что ты пошла в политику? На самом деле, это постепенное сознание приходило вообще к этому году. То есть, когда у тебя есть бизнес, ты знаешь, как он уже много лет работает и сколько он дохода приносит и должен приносить. И тут получается, что каждый год все хуже, хуже, хуже. И ты в конце, когда мы уже начали продавать свои магазины, это было примерно, 3 магазина могли приносить доход в месяц такой, как на обычной госработе. То есть у тебя структура, 16 человек, ты занимаешься закупками, ты постоянно мониторишь цены, постоянно мониторишь новинки на рынке, что привезти, что идет, что не идет. Ты постоянно не уделяешь этому маленькому ребеночку, который родился, больше времени, а занимаешься бизнесом, и ты понимаешь, что зачем? Если лучше тогда посвятить время ребенку, если приносит доход такой, как можно пойти на работу на государственную, зарабатывать в то время, например, $500, и то же самое, что ты просто все время тратишь.
Поэтому было принято решение у нас общее потихонечку продавать эти магазины. Мы понимали, что обстановка в стране все хуже и хуже, что вот уже ребенок старший взрослеет, и ему надо будет учиться, и я не хочу, чтобы он учился в Беларуси, я хотела бы, чтобы он учился за границей. Ну, или бы обстановка в Беларуси поменялась. То есть понятно, что с этим президентом все хуже и хуже будет. Ну, только просто потому, что он уже изжил, ну, просто нету никаких перспектив. Он стареет. Экономика рухнет. Экономика рухнет. Да, все двигалось к тому, что не будет ничего развиваться. И оно, в принципе, так и получилось, просто мы уже к этому готовились. Вот как-то мы приехали к родителям, к моим гостям, разговаривали с родителями, дома сидели, там ужинали, и мы папе вот рассказали, что вот есть идея такая, наверное, вот продать все, сдать квартиру и уехать куда-то за границу. И уже намечались выборы, да, и папа мой говорит: а, дети, а чего вы не хотите побороться? Ну, вы же хотите жить в Беларуси? Да, мы хотим жить в Беларуси. Мы хотим, чтобы наши дети росли здесь, они уезжали куда-то учиться. Ну, говорит, может, надо побороться? И вот мне как-то переклинила эта фраза в голове, потому что мой папа вообще-то на самом деле ровесник Лукашенко, да, и он верит в то, что можно побороться. Если я уже как-то, ну, эти мысли так... А папа верит, ну, значит все не потеряно. И тут Сергей ролики. И вот Сергей Тихановский, мы смотрели все ролики, абсолютно с самого начала. Но сразу это было про бизнес. У нас бизнес, и он рассказывал про бизнес. Нам было это, жутко интересно. И потом просто получилось так, что вот он, например, там про кофейню рассказывал, как раз это тоже наша тема. Там успешный бизнес. Потом он показывал несколько неуспешных бизнесов. То есть он вроде бы работает, точно так же, как у нас, да? Бизнес вроде бы работает, но ты, например, хочешь реализовать продукцию, которую ты производишь, тебе ставят палки в колеса, тебе не дают зарегистрировать там вот эту вот продукцию, которую производишь. Ты не можешь там поставить магазин на своей территории, в своем же там доме. И ты понимаешь, что вот мы ездили очень часто в Польшу, может, вот и познакомились с мужем, когда эти польские визы открывали. И мы смотрели и сравнивали, что, ну, в Польше, например, всем дают работать. Все построено на мелком бизнесе, дают развиваться. И почему мы хотим работать, развиваться, платить налоги для своей страны, но нам не дают этого делать. Куда ни пойди за разрешением, за каким-то. Ты хочешь в парке получить место, чтобы не ездить, вот как мы колесим по всей Беларуси с торговлей. Мы хотели бы поставить несколько точек в парке, нужно выиграть аукцион. А аукцион, чтобы подать на аукцион, надо зарегистрироваться в зеленхозе, там пройти 1000 кругов ада, потом это место выставят на аукцион, и придет на аукционе богатый дядя и возьмет это место на аукционе за стоимость моей квартиры в Минске, да, нашей квартиры. Но это просто вообще... Потом узнаем, например, как это работает в Европе. Ты просто пишешь заявление на разрешение на торговлю, тебе дается несколько площадок, и ты выбираешь, просто есть моменты, там, например, нужно на это место стать до 10 утра, и в 5 часов вечера или там в 11 часов вечера, где какие правила, на каких торговых площадках уехать. Ну, я образно говорю, что все проще, гораздо проще, и все для людей. И вот мы хотели, чтобы в Беларуси тоже вот было не через блат, не через какие-то там откупы, пакеты и взятки, да, все сделано, а так вот по простым правилам, по простым законам. Хочешь зарабатывать, работай по законам и будешь нормально жить. И вот мы пришли к тому, что Сергей показывал, ездил по всей Беларуси, мы же начали к нему ходить на кормление голубей по воскресенье, или там на стрим он просто приезжал встречаться. И вот он заявляет о вот этом желании баллотироваться.
Еще тогда он показывал вот это вот беспредел этот, который каждого касается. То есть он едет, его задерживают, его останавливают. Против интеграции с Россией вышел, тут же сутки ему. Я вот помню, когда в Вильнюсе было перезахоронение Костуся Калиновского, он очень хотел поехать, а его как раз на сутки посадили. И то есть, ну, это просто понятно, пришло осознание того, что у многих людей пришло, не только у нас. Вот смотри, я помню, под очень многими его видео всегда его поклонники, сторонники писали о том, что ему стоит баллотироваться в президенты. Хотя изначально он выступал исключительно как блогер. Скажи вот свою первую самую эмоцию, когда ты услышала об этом заявлении, что он планирует баллотироваться. Ну, я думала о том, что я тоже хочу, чтобы он баллотировался. То есть ты видела в нем президента? Да, я уверена была, что он справится с этой должностью на первое время, там, на переходные вот эти 5 лет, чтобы в парламентскую республику он был зарегистрирован как раз-таки и говорил, что надо провести референдум, конституцию изменить, и чтобы была парламентская республика, вернуться к этому обратно, как это было в 1994 году. То, что поменял Лукашенко. И вот как раз-таки вот его кандидатура, когда он действительно слышит народ, когда он как бизнесмен, который умеет организовать вокруг себя работу, вокруг себя людей. Да, масштабы страны — это большие. Бизнесмен — это очень маленький, ну, как бы по сравнению с государством, да, маленькая структура. Но механизмы, в принципе, все равно те же. Если человек умеет маленькую структуру организовать, то он сможет и большую управлять. Тем более, когда парламентская республика, это гораздо меньше прав у президента, и легче это все сделать. И я как бы видела его вот как раз-таки вот этим первым человеком, который мог бы это сделать, и который человек слова, ну, я верила ему и верю и до сих пор. В Сергея я верю до сих пор. Вот скажи, мы помним прекрасно о том, что Сергей хотел себя, вот, ну, видел тоже в роли президента, он хотел баллотироваться, но однако его не зарегистрировали. Вместо него пришла его жена Светлана Тихановская. Скажи, знала ли ты до того, как она зарегистрировалась, ее лично, или ты узнала ее только потом, после регистрации? Нет, я не знала, конечно, Светлану, но я думала о ней. Просто вот как Сергея мы смотрим ролики, и я думаю, какая у него интересная жена. Вот какие у них отношения. Он все время на камере, он все время ездит. Сколько он внимания уделять может своей семье, своим детям. Да? Но он же рассказывает в каких-то моментах про семью, про детей, про жену. И вот этот вот переломный момент для меня был, когда его не зарегистрировали. Я уже подала документы в инициативную группу его вступить. Но не знала, вошла я в нее или нет. И тут Светлана подает документы вместо него. И вот я тогда почувствовала такую гордость, и тогда я подумала, ну, это семья. Я еще тогда думала до этого, какие у них отношения. Он мало про нее говорит. А вот когда она это сделала, я подумала, что вот эта семья, это муж за жену, жена за мужа, это действительно, ну, вот то, вот светлое, чистое и нужное вот в Беларуси, да, то есть когда вот друг за друга так идут, это вообще... дорогого стоит. Долгое время никто даже, в принципе, не знал, как выглядит Светлана Тихановская, пока она не начала давать интервью. Скажи, может быть, все мы знаем сейчас, что ты очень хорошо общаешься со Светланой. Знаешь ли ты, почему он скрывал Свету и своих детей от внешних каких-то, от медиа, скажем? Да, он не скрывал, он просто... Светлана не была... афишировал. Да, она не публичная. Ей это... Вот как мне сейчас тяжело на камеру, да, или где-то там публично там в Инстаграме что-то выложить. Уже я как-то перешагнула через себя. Но вот я ровно параллель провожу с собой. Светлана, она такая же обычная женщина, как и я. Ей не нужно было ни политика, ни публичность. Поэтому Сергей прекрасно понимает, какая Светлана. Ей вот она дома, она с детками, она в своей уютной квартире, да. Он как бы муж, да, она была за мужем.
И он не считал нужным вот это афишировать, это показывать на люди. То есть, ну, он занимался своим делом, вот у него была цель, и я уверена, если бы его не посадили в тюрьму в тот момент, наверное, уже бы все изменилось. Потому что это человек, который готов вести за собой людей, и люди за ним идут. А при каких обстоятельствах вы познакомились со Светланой? Мы собирали подписи. Мы собрали подписи, мы не знали даже сколько их. Считали на квартире, на какой-то съемной, да, у одного из наших членов инициативной группы. И потом стал вопрос, что координаторов многих задержали, и надо было развозить. Развозить подписи могла Светлана, ну, либо те координаторы, которые остались. Вот те, которые остались, они развозили. Но остальные подписи, конечно же, никто, кроме Светланы, не мог развозить. И что-то как-то так сложилось, что некому было Светлану везти по этим городам. Ну, а мы такие ребята опытные, уже всю Беларусь проехали, и мой муж согласился Светлану везти. И как-то созвонились. А она говорит, пускай он подъедет, я хотя бы познакомлюсь. Вот он подъехал к ней вечером домой, ну не домой, на улице они встретились. Она его так посмотрела, ну окей, поедем, договорились они, все. Вот, и они поехали утром, я вот уже не помню, какое это было число, в город Гомель первый. И вот они так ездили из города в город. В первом же городе Светлане позвонили с угрозами детей. Я Светлану вообще еще не видела, но только по телефону несколько раз я с ней разговаривала. И тут мне муж звонит и говорит, все, Света, скорее всего, больше не будет сдавать подписи. И у нас такая, мы, естественно, там уже сдружились. Я вообще с таким количеством людей познакомилась, классных, да, которые точно так же горели за перемены, за вот эту всю идею, как и я. Тоже многие семьями подключились и подписи собирали. Многие пары, некоторые пары даже создавались у нас во время сбора подписей. Я помню историю такую, когда ребята познакомились. Один стоял в очереди, а второй как волонтер писал, и вот они познакомились, и как бы получилась пара. Значит, Светлана сказала, что она не будет сдавать, наверное, не будет. И я тогда позвонила Наталье Радиной, как-то я нашла ее контакт, и попросила, чтобы она Светлану как-то убедила продолжать. Но мы понимали, что ее можно убедить продолжить сдавать эти подписи только если будет гарантирована безопасность ее детям. А как раз-таки почему Наталья позвонила, потому что Наталья, она уже за границей, она этот весь путь проходила в свое время, этот сложный, который нам пришлось всем пройти. Я понимала, что она как женщина вот могла бы Свету поддержать и убедить сдавать эти подписи дальше. И так и получилось. У них состоялся звонок, и Светлана продолжила. И вот они ездили с моим мужем по городам, и в один вечер муж позвонил мне, говорит, мы сегодня едем через Минск, мы заедем к нам домой, переночуем, и на завтра утром рано выезжаем дальше. Как раз мне там подписи еще должны были довести ребята. И, значит, я как жду кандидатов в президенты домой. Мне такие очень теплые чувства, и мне так очень жалко было. Первое твое мнение, когда ты ее увидела, когда она пересекла порог твоего дома? Я видела фотографии. Одна фотка была такая, где Света за рулем БМВ, и такие пухленькие губки, такая хорошенькая. Еще как-то, вот такая женщина на фотке. Такая женщина-вамп такая, да. У меня такие были в представлении. И тут она заходит на порог в квартиру, и вот все, она вот такая своя, вот как сестра, вот как подружка, да. Обычная женщина. Мы с ней познакомились, посидели, поболтали. Я вообще просто вот в таком восторге была от этого знакомства. И что я скажу? Обычная женщина, которой надо помочь. Нужно помочь. Вот чем я могу, тем я должна помочь. Вот все, что я почувствовала.
И вот как, кто ее убедил дальше идти в кампанию? Ведь, насколько я помню, Сергей был одним из кандидатов протеста, это то есть тот, кто не должен был дальше идти, участвовать вот в этой президентской гонке. Однако Светлана пошла, несмотря на то, что она поддерживала своего мужа. И она боялась идти дальше, так как думала о том, что Сергей будет против. Кто ее уговорил? Или все-таки она решилась на это сама? Вот в тот момент, когда Света приехала к нам домой, она вообще думала, что, ну, досдаю я эти подписи, не досдаю, и что дальше? Ну, вот так, у нее такая растерянность была, она не знала, что делать. И я тогда говорю: Света, ну вот у нас бизнес был, я могу какую-то команду организовать. У нас, говорю, столько людей, у нас просто столько людей, которые собирали подписи, мы уже команда большая, да. Осталось только к этой команде подключить людей, которые уже проходили компании и имеют политический опыт. Все, больше ничего не надо. Она говорит: ты мне поможешь? Я говорю: ну, насколько я смогу, насколько, ну, то есть у меня тоже опыта нету, я помогу. И она сказала: да, давай. И на завтра они уехали, я уже на завтра начала звонить людям и из партий, и с вами, Татьяна, с тобой мы тогда созвонились. Так подключались люди к нам, уже более опытные, которые уже имели какой-то опыт за плечами. И потом уже все равно Света не знала, вот сдадим мы подписи, зарегистрируют ее, что дальше? Бойкотировать, как Сергей хотел, или звать людей, чтобы шли и голосовали. Этот вопрос решился тогда, когда мы пришли в штаб Бабарика. Получилось, Виктора Дмитриевича не зарегистрировали, Валерия Цепкала не зарегистрировали. Мне позвонил Олег Моисеев и говорит, что ребята из штабов хотят поговорить. И вот я и Олег пришли в штаб Виктора Дмитриевича поговорить, ну, что делать дальше. Ну, просто по-дружески. И, значит, мы посидели, поговорили, они говорят: давайте объединимся, давайте объединим штабы. Но мы как бы такие решения не можем сами принимать. Мы говорим: давайте Светлану мы пригласим. И вот на завтра мы уже пришли со Светланой, и произошло вот это вот объединение. Вот эти знаки появились, просто девочки сами каждый свой знак показали, и получился вот это вот символ вот этот предвыборной кампании. Когда мы решили не бойкотировать, это была тактика Виктора Бабарика. И мы ее приняли, но Света очень переживала, потому что Сергей все-таки с другими намерениями шел. Потом я попросила Анатолия Лебедько организовать такую конференцию, на которой обсуждалась бы эта тема. Он пригласил очень много влиятельных людей, которые имели опыт в этой теме. И вот произошло это обсуждение, которое, в принципе, поставило точку, когда даже Анатолий Мацкевич, вот я не помню, Анатолий Мацкевич. Ну, Мацкевичей несколько, есть Владимир Мацкевич. Владимир Мацкевич, да. То есть Владимир Мацкевич, он всегда был за бойкот. И в этот раз Владимир Мацкевич в конце на этой встрече встал и сказал, что в этот раз действительно нужно идти на выборы, да, и голосовать людям. Потому что время поменялось. Я тоже очень хорошо помню собрание общего штаба, на котором я тоже присутствовала, когда обсуждали эту тему. И Света говорила о том, что она все-таки боится, что Сергей будет против. Но я помню очень хорошо, что абсолютно каждое доверенное лицо ее поддержало в том, чтобы она шла дальше, потому что на тот момент, так как всех кандидатов практически посадили в тюрьму, оставалась лишь она одна, это была одна единственная надежда, и поэтому, конечно же, все ее поддержали, и ты в первую очередь ее поддержала, поэтому мне иногда очень кажется, что ты сильно скромничаешь в своих руководящих, во-первых, способностях, а во-вторых, в своем таком умении убеждать и корректно мыслить, но я очень хорошо этот помню момент, когда все-таки она решалась на то, чтобы дальше идти в эту кампанию. Ну, в первую очередь, благодаря тебе. Ну, потом и Сергей еще смог передать там через адвоката или как, что делайте так,
ну, как вы считаете нужным. Потому что он прекрасно понимал, что он оттуда не видит, не знает ситуацию, и надо действовать по ситуации. Потому что и Сергей не знал, что его на пикете задержат 29 мая. То есть никто не мог предположить, даже до сегодняшнего дня никто не может предположить, как будут развиваться события. Уже, кажется, вот, ну, все, уже хуже некуда, а еще хуже дно пробивается и пробивается каждый день. Ну, смотри, кампания шла, все вроде бы хорошо закончилось. Ну, как хорошо закончилось? Я имею в виду сама предвыборная кампания. Мы знаем очень хорошо, что выборы были в пользу Светланы, что за нее большинство проголосовало, но, к сожалению, у нас в стране очень много лет выборов фальсифицируется, и пришлось и тебе, и ей уехать, и мы знаем, что вы живете до сих пор вместе. Скажи нам, как тебе жить со Светланой? У меня были опасения, да, что вообще я, в принципе, всегда понимаю, что 2 семьями тяжело жить, да. Ну, тут понятно, что я должна поддержать, потому что ей много приходится уезжать и вообще очень много работать, очень много. Это просто немыслимо, сколько она работает. И у меня были опасения, что мы как-то, ну, может, в быту будет как-то, ну, проблемно. А на самом деле оказалось все вообще спокойно, нормально, то есть нету никому никаких там придирок, где-то тарелка не так, или как есть, так и хорошо. Кто готовит, кто убирает? Убираем мы вместе, готовит иногда она, но очень редко, больше я, конечно, у меня больше времени свободного. Я забираю детей, могу приготовить, покормить, Света позже приезжает. Ну, и она может приготовить, и я могу приготовить. Что самое вкусное Света готовила? Но это не котлеты. Что самое вкусное? Ну, курочку она готовит вкусно, и блины вкусно готовит. Мы готовим все, что любят дети. Себе мы стараемся такое быстренько обжарил, там колбаски какие-то готовые или там что-то такое. Ну, Маша вкусно готовит, это я знаю точно. Маша, расскажи, какая Светлана в быту? Жизнерадостная она, есть ли у нее чувство юмора? Как часто вы шутите? Может быть, смотрите какие-то совместные фильмы, передачи? Расскажи, как вы общаетесь между собой? Фильмы мы вообще не смотрим. У нас такая... Если смотрит кто-то, каждый в своем гаджете уже когда отдыхает, потому что времени вообще на самом деле очень-очень мало, даже для общения. Мы вечером встречаемся, хорошо, если Света не в отъезде, мы встретимся и немножко успеваем поговорить. Ну, она очень любит шутки, поэтому у нее и муж такой, да, мы видели такой харизматичный шутник. Она очень любит и посмеяться, и пошутить, и, ну, обычная женщина, я не знаю, вот просто всем, конечно, интересно, вот как в быту, как на самом деле, потому что люди видят Светлану в публичных каких-то выступлениях, а для меня, ну, она обычная мама, обычная женщина, и вот она очень хорошо относится, у нее такие теплые отношения с родственниками, с друзьями. Я слышу, как она разговаривает по телефону с мамой, она: ой, мамулечка. Ну, то есть вот обычная хорошая мама и женщина. А вот почему, как вообще возникла идея создавать фонд, который поддерживает политзаключенных в Беларуси? Почему не создать бизнес? Ну, потому что мы сейчас все живем Беларусью. Мы не можем сейчас создать бизнес и уйти от этой проблемы, уйти в свой бизнес. Ну, возможно, кто-то может, но мы пока не можем. А чья была идея создавать фонд «Страна для жизни»? Это была моя идея, потому что, ну, Светлана, она занимается международкой, она занимается другими совершенно делами, но я на общении с активистами, которые в Беларуси. Когда мы уехали, мы прекрасно понимали, что, ну, вот надо поддержка этих людей. Фонд же не создавался для того, чтобы политзаключенных в то время поддерживать, да, то есть это фонд, который, в принципе, был направлен на поддержку активистов, и мы думали, что мы вот прям вот месяц-два и все закончится, нам надо поддержать этих людей внутри Беларуси, и вот все, скоро победим, поедем домой, там уже будем дальше развивать другие направления. Но Сергей очень хочет, чтобы этот фонд работал на поддержку независимых СМИ.
Для него это очень важно. И у перспектив у фонда много, но сейчас такая ситуация, какая есть. Ситуация, что надо поддерживать активистов, ситуация такая, что надо поддерживать семьи политзаключенных, которых очень много. И из политзаключенных очень много наших активистов. Те люди, которые первые вступились, и мы сразу обзвонили те семьи активистов, с которыми у нас был контакт, предложили им свою помощь. Потом к нам начали поступать заявки все больше и больше. И сейчас мы уже приняли решение оказывать помощь единоразовую тем, у кого нет детей, те семьи, у кого нет детей, а те семьи, у кого есть дети, мы берем на ежемесячную помощь, 300 евро в месяц перечисляем. Ну и также нужно организовывать передачи, потому что, как я сама, например, была в заключении совсем мало, но я прекрасно понимаю, что вот этот пакет передачи, который приносит тебе туда, да, в места лишения свободы, там же еда очень такая больничная, хлеб, но обычный вот этот кирпичик. И тебе, очень. Да, и хочется вот, во-первых, это связь, да, тебе принесли, значит, о тебе заботятся, значит, о тебе помнят, и это очень важно. А второе, то, что вот эти другие продукты из мира, да, из обычной жизни, ну, это вот понюхать помидорку ароматную, да, это уже какие-то представляешь, потому что ты там сидишь, ты видишь только эти бетонные стены, вот эти железные кровати, лавку, стол и больше ничего. На прогулке тоже хорошо, что если небо видишь, а так бетонные стены. То есть ни мотылек, ни цветочек, ни листочек, ты ничего там этого не видишь. И самое важное сейчас это письма, передачи, поддержка семей. Семьи мы поддерживаем, мы очень много теплых слов получаем. И люди, например, мама получает помощь, она идет на свидание, она объясняет, что вот меня поддерживают, и этот человек, он понимает, что он не один, с ними все мы. И мы же не с фонда, фонд это не банк, он не получает деньги из банка или от кто-то спонсирует фонд, получает деньги от обычных людей. Значит, люди поддерживают этих людей, которые находятся там. И вот это вот тепло и добро и забота мы переносим таким образом. Друзья, с деятельностью фонда вы можете ознакомиться, ссылки, которые мы кинем ниже в описании. Вы также можете поддержать политзаключенных. А еще также поддержите политзаключенных не только своими донатами, но также письмами поддержки. Мария, спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли к нам. И спасибо за всю вашу деятельность и то, что вы делаете. Вы на самом деле делаете очень благое дело для всех белорусов. Спасибо. Спасибо вам. Но я хочу сказать, что я это не одна делаю, это огромная команда. Каждый человек, который работает в нашей команде, он пришел сюда не случайно. Он пришел с такой же болью, через такие же репрессии, как и многие люди, которые решили бороться за свои права. И мы все продолжаем свою борьбу, мы все поддерживаем друг друга. И, ребят, помните, как говорил Сергей Тихановский, только вместе мы сможем построить страну для жизни. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и живе Беларусь! Живе!